Мы сбежали с Польши на Мальту, и я до последнего не знала, куда мы летим. Муж сказал только собирать чемодан. Я думала, под Варшавой где-то, максимум СПА, а оказалось Мальта. И да, я не знала про Мальту вообще ничего. Наверное, поэтому все получилось так, как нужно. Не идеально, но по-настоящему. За эти дни отметим мой день рождения, посмотрим остров, море, еду, СПА и просто почувствуем это место. Поехали! Знаете, Мальта — это вообще отдельный мир. Маленькая, солнечная и такая плотная. Тут все буквально на расстоянии вытянутой руки, час-два пути, и ты уже на другом конце острова. Да если сравнивать по площади, то Мальта меньше Крита в 26 раз. А выпуски с Крита, помните, какие получились? Просто обалденные. Мы там дважды отдыхали в уютной деревне Бали. Хотя ладно, забудьте Крит, вся Мальта меньше Варшавы. Вот настолько она крошечная. На острове живет чуть больше 500 000 человек, почти все говорят на английском и мальтийском, двух официальных языках страны. И вот мальтийский звучит очень необычно, что-то между арабским и итальянским, но при этом пишется латиницей, как английский. А по поводу солнца, да, тут реально светит до 300 дней в году, и забавно, именно в мой день рождения, конечно же, был тот самый один из оставшихся 60, но до него еще нужно дойти, а точнее доехать. Это официально самая спонтанная поездка и путешествие в моей жизни, потому что я буквально вчера узнала, что мы будем лететь на самолете, а я думала, что это будет как в прошлом году, где-то за Варшавой мы поедем отдыхать, но мой муж умеет удивлять, поэтому мы уже собрались, буквально через минут 15 будем выходить, и чувствую, конечно, предвкушение и интересно, когда ты вообще не понимаешь, куда ты летишь. Но я просто знаю, что это теплое место, мы взяли купальники, и должно быть точно лучше по погоде, чем тут. А тут сейчас серость, дождь, и хочется плакать. Так что погнали с нами, будет интересно. А кто это у нас тут стоит? Хитрый такой. Скоро придется раскрыться. Так, уже нельзя, собственно, скрывать. Мы уже подошли к месту. И сейчас я... Смотрите. Нифига не вижу. Что это такое? Милан? 29-й гей. Мальта? Что это вообще такое? Это Испания? Это Мальта. Это что? Это вообще не знаю, когда мы летим, мне это не помогло. Вы поняли, как я разбираюсь в географии. Если я не знаю, что такое страна Мальты, что это страна, звучит как остров. Интересненько, в общем. Ни одного факта nie знаю. Musimy również o nieumieszczenie żadnych urządzeń elektronicznych ani powerbanków w szopkach nad hotelami. Бежим на автобус, чтобы успеть. So which city? Warsaw. I'm from Warsaw, born and raised in Warsaw, but I live here. Okay, interesting. Well, enjoy the stay. Yes, you. sir. Обалдеть! Но прежде чем прогуляемся по первому городу в нашем плане, точнее в плане Андрея, я все вижу впервые, как вы, заселимся в отель и поужинаем.
не успели мы войти в отель, как я была сразу в восторге. Давайте прогуляемся, пока еще есть силы. Тут есть такой красивый вход, нет людей, заметьте, и их не будет, поэтому идем, наслаждаемся. Там находится лифт, и можно подняться в свой номер. Здесь можно взять вкусняшку, даже когда вы ночью хотите поесть, так и написано. Тут у нас игры настольные, почему бы и нет. Точно такая же дженга, как у нас. Ну и, кстати, Уна или что это. Ну, в общем, такая вот зона, чтоб скучно не было. И спускаемся по прикольной лестничке. Кафе. Как видите, тут никого нет. Можете прийти, поесть вечером, утром. Утром тут есть завтраки. Завтра затестим, посмотрим, как тут. Мне очень нравится, как все тут визуально сделано. И есть такой дворик маленький. Можно выйти. Как раз сейчас жарко. Первое впечатление от Мальты. Здесь очень жарко и потно. И да, вот такой вот уголочек, где можно посидеть. И, собственно, мы сидим и ждем, когда остынет наш чай. Номер покажем чуть позже. А теперь можно и прогуляться по окрестностям. Сент-Джулианс – главный город центральной части Мальты, где живет более 10 тысяч человек. И что же тут стоит посмотреть? Это, конечно, бухты и набережную. Интересно, что каких-то супер конкретных достопримечательностей здесь нет. Просто гуляй и наслаждайся морем. Кто это у нас тут замерз? Доброе утро, если так можно сказать, потому что сейчас уже почти 6, встали мы в 5, легли, собственно, 5 часов спали, и нас разбудили комары, меня еще голод, и я пыталась дальше доспать, у нас было время, но не получилось. Поэтому я решила встать, Андрей встал за мной. Сейчас мы поедим, будем собираться и идти гулять, наверное. У нас очень мало времени в этом месте, поэтому надо там все подснять. Я ем морковку. Надеюсь, мне не будет плохо. Я бы мог чай, можно было сделать. Не знаю, не факт. Немножко привели себя в порядок, можно и по номеру прогуляться. А он у нас двойной, на минуточку. Сначала мы заходим и видим эту комнату, зеркало в полный рост, красивые такие лампы, атмосфера очень приятная, много подсветки, можно сделать кофе. Чай мы брали с собой из кафе, так что да, тут чая не хватает и чайничка. Даже вода есть. Вид с окна тут некрасивый, поэтому не показываю. Идем в другой номер, точнее в другую комнату. Не знаю, зачем нам две, но пусть будет. Тут просто не сезон, поэтому много свободных номеров. И вот такой вот жест щедрости нам чисто повезло. Второй номер немножко поинтереснее, мы выбрали его. Тут как-то посвободнее, есть такой мини-балкончик. Давайте сразу зайдем. Не то чтобы тут сильно видно вид, мешает вот эта прекрасная стена, но все равно видно Мальту. Я до сих пор в шоке, что мы на Мальте. Тут у нас тоже весь тот же набор, есть мини-холодильник, кстати, немаловажно. И еще хочу сказать, что удобные кресла, оказывается, существуют. Где бы я ни пробовала, не садилась, всегда было неудобно, а тут прям комфортно.
Ну и давайте зайдем в нашу душевую и туалет, в который вы тоже можете зайти с двух сторон, с двух дверей. Не знаю, почему так. Вот такая вот она просторная, тоже красивая подсветка, такой деревянный умывальник. Что интересно, что тут есть как возле туалета, так и в душе поручни для инвалидов, как я понимаю. Там даже есть стульчик, можно посидеть. И еще есть шампунь, гель для душа и кондиционер. Причем не какие-то там дешманские, а реально хорошие. Вот я пробовала, мне прям понравилось. И душ очень комфортный. Ну, правда, вода разливается, как видите, тут тоже нету стеночки. Ну а так, очень уютный номер, мне нравится. Давайте заценим наш бассейн. Хотя бассейн это громко сказано. Бассейник маленький наш на крыше. Вот так вот мы поднимаемся, видим весь город, слышим весь город. И можно зайти в подогреваемый маленький вот этот бассейн. Как мы вчера ночью тут потусили, сегодня тоже, наверное, надо окупать это место. В общем, очень уютно, прикольно. То, что людей тут мало, и большая вероятность, что никого нет, и ты можешь прийти. Ну, я не знаю, честно говоря, как вот с кем-то можно, правда. Давайте поднимемся по этой великолепной лестничке. Оператор, догоняй. Ой, прикольно. А мы тут не были. Можно посидеть, полежать. Какие-то интересные цветочки тут находятся. И много-много крыш. Интересно. Сейчас хоть видно, что тут как. О, море! Видно кусочек моря. Снова выдвинулись в путь с нашими сумочками. Ой, пока еще сил много. Немножко все-таки сон помог, хоть это было мало. Мне с утра очень плохо было. Еще отхожу. 5 часов все-таки спать для меня это мало. Но посмотрите, как солнечно, хорошо. Да, утренняя и солнечная Мальта мне особенно по душе. После выселения с отеля у нас было немного времени до автобуса, как раз чтобы еще раз прогуляться вдоль бухты и снять Сент-Джулиан с дрона. Если говорить про первое впечатление, то я сразу заметила, что зелени на острове в целом мало. Это больше пальмы. И местами ландшафт ассоциировался с марсианским, но это уже во втором месте. И вода. Чистая, прозрачная, с каменистым дном. Плавать, конечно, в октябре-ноябре прохладно, но самые смелые могут. Да и дайвинг тут супер популярный. Видимость под водой очень хорошая, метров 30 точно. Можно увидеть затопленные корабли, пещеры, скалы и рифы. В общем, что хотите. Особенно крутые локации на соседних островах Гоза и Комино. Там подводный рельеф интереснее, много арок и пещер, а расстояния между локациями маленькие. Можно за день нырнуть в нескольких местах.
Второй отель меня, конечно, впечатлил. Называется Кавра Пэлас. Кстати, по-мальтийски не знаю, как все правильно называть. Переводчики не поддерживают язык, именно озвучку. Но Я в шоке. вид, еда, сам отель, все как на круизе. Будем постепенно изучать и начнем с номера. Ну, это чисто роскошный максимум, я считаю. Просто посмотрите, какое все красивое, какие цвета, текстуры. Я вообще кайфую от стиля, от этих голубых, коричневых цветов. Все очень светлое, красивое. И первое впечатление, первое ощущение, что я словила, когда мы зашли в номер, это запах. Он здесь очень сильный, очень приятный. Я не знаю, как описывать запахи, но просто вот особенный. Такого я еще не встречала. Тут у нас есть, собственно, столик, можно посидеть, есть чайник, можно сделать чай, кофе, но это не особо понятно зачем, потому что есть ресторан. Сейф бесплатный, всякие полочки, вешалки, все, что необходимо. Кровать, которую надо затестить. Ну, норм. Я не знаю, как оценивать кровати. Наверное, я была бы экспертом. Зеркало, телевизор, картины, в общем, да, куча бумажек, всяких реклам. Вроде all-inclusive, но ты еще плати, пожалуйста. У нас есть мини-балкончик. Выйдем на него, если получится. Он выходит на один из внутренних дворов. Не основной, там есть основной огромный, вот такой вот у нас маленький, уютненький. Вот. Но мы на самом деле видели еще похуже вариант. Слава богу, он нам не попался. Потому что у нас получается один из самых бюджетных номеров, насколько я поняла. И я бы не сказала, что выглядит бюджетно. Так, и душевая с туалетом. Но подождите, это вам не туалет, это уборная. Это уборная. Есть тоже все необходимое. Очень просторно, комфортно. И вообще шикарно все выглядит. Я в восторге. Я думала, тот номер чудесный, прекрасный. Ну, не надо сравнивать, но этот тоже великолепный. Неожиданно словила грустинку перед днем рождения. Вот прям не знаю. Возможно, это было много впечатлений, эмоций за день, положительных, но в целом много. И оно как-то немножко перенасытилось внутри, и сейчас вот прям ком в горле, плакать хочется. Не знаю. Я думала, это прошло, потому что в прошлые года такого практически не было. Но сейчас опять чувствуется, ну, по своим каким-то причинам, но, в общем, захотелось запечатлеть этот момент, потому что, ну, конечно, оно все не идеально. Вообще в поездках я запариваюсь, ну, там, с контентом совсем, и даже сейчас, несмотря на то, что я себе ставила в намерение делать этот влог супер расслабленно, вообще не париться и верить, что, ну, вот быть доверие себе, что я сниму лучше все равно. И никакого плана там серьезного нет, но тем не менее я запариваюсь, и я думаю, это тоже давит. Но сейчас идем на ужин, потом у нас мероприятие, и посмотрим. Нужно отдохнуть и восстановиться. Это уже стало моей традицией делать медитацию в этот день, какую-то особенную, глубокую, на связь с собой, с внутренним ребенком. И в этот раз опять я делала именно на прощение, на встречу с малышом этим с собой. И это, да, непередаваемое ощущение такого исцеления, когда сначала выходит куча слез, куча вот каких-то таких
чувство вины, страдания, вот всего негативного. И потом через определенные слова ты приходишь к этому прощению себя, к принятию, к любви, и становится так легко, спокойно и очень так наполнено внутри. Есть вот это ощущение веры в себя, что все можно исправить, все изменить. И это очень важно, быть себе другом, потому что мы все можем ошибаться, но это не страшно. Вот. Себя нужно прощать, любить, потому что когда мы можем к себе так относиться, мы так и других можем видеть сильно шире и по-настоящему любить. Как видите, с погодой нам не повезло. Понятно, что это мелочь, но грусть и тревогу у меня эта серость поддерживала. И другие личные причины. Тем не менее, мы тут, вдвоем, у моря, и это дорогого стоит. В Сент-Полс-Бэй тоже нет конкретных достопримечательностей, не считая аквариума, куда стоит сходить, особенно если вы никогда в них не были. Поэтому мы просто гуляли вдоль моря, позже вглубь острова, смотрели, как живут местные. По пути заглянули в магазин, тоже чисто из любопытства. Мне на самом деле так даже больше нравится, когда просто идешь, куда глаза глядят, изучаешь, слушаешь и наблюдаешь за жизнью в разных местах. В общем, шли мы по набережной туда-сюда, и очень воняло мусором, хотя рядом мусорников ничего нету. И потом, сейчас уже, который раз мы идем, снова воняет. Останавливаемся, Андрей присматривается, и вот там, с другой стороны, на одном из уровней видно что-то типа свалки. Тут не сортируют мусор, и, видимо, туда все и отвозят. Да, там какие-то машины. В общем, дует оттуда мусором. Состояние сегодня у меня было не такое, как я ожидала, не такое идеальное, как я ожидала, но сейчас, прям уже к вечеру, мне стало получше, и внутри как-то все успокоилось, потому что было много как-то напряжения, я немного делилась, вот, так что я рада, на самом деле, уже сейчас, что все прошло именно так, именно такие эмоции я испытала, такие были моменты триггерные. Блин, столько есть теперь всего, что вспомнить, в общем, так что сейчас я счастлива. До этого у меня было много хаоса в голове, и это очень напрягало и забирало энергию. А главное, сколько было теплых слов от близких людей и даже не близких. Вот, я поняла, что праздник создают не какие-то события, а люди. Люди создают вот это ощущение праздника своими поздравлениями, теплыми словами в твою сторону. И это самое ценное, что вообще есть.
Ну а теперь чуть ближе познакомимся с Сент-Полс-Бэй, прибрежным городком на северо-востоке Мальты. До Валетты тут всего километров 16 рукой подать, и вообще место старенькое, больше 6000 лет истории. Тут находили разные археологические памятники, даже доисторические гробницы, так что я вам чуток соврала, не одним аквариумом славится это место. А самое известное, что случилось – кораблекрушение Святого Павла в 1 веке нашей эры. Говорят, именно после этого мальтийцы стали христианами. Ну и отсюда название – Сент-Полс-Бэй. Сейчас Сент-Полс-Бэй и конкретно район Кавра, где мы остановились, одно из самых популярных мест отдыха на Мальте. Есть много отелей и ресторанов, и все заточено под туристов. Собственно, отель я же вам толком не показала. Если говорить про атмосферу, то я бы описала ее как элегантно, релаксово, уютная. Кроме того, отель большой, и в этих 16 этажах можно поначалу запутаться, гуляя коридорами и ища нужный лифт, например. Ой, а лифт, ведущий в спа-зону, я особенно полюбила за спокойную музыку. Ресторану я 100 раз отдала свой восторг. Уютный, красивый. Зацените одни эти постеры, штучки для декора и узоры на полу. А еда вообще топ. Берите all inclusive, не пожалеете. Очень широкий выбор и завтраков, и основных блюд, и салатов, и десертов. Даже пиццу при тебе готовят. Короче, очень вкусно, тяжело не объесться. Из чилл-локаций есть несколько бассейнов, один из которых находится на крыше. Один раз мы осмелились в нем поплавать, но было ужасно холодно. Поэтому все остальное время мы провели в закрытом подогреваемом бассейне, где температура воды и воздуха не отличалась. Там же рядом можно сходить в сауну и паровую комнату. Это был мой первый такой опыт, очень понравилось. Было прикольно сходить на массаж, но $100-200 как бы дороговато. Что еще? Есть еще 3 ресторана с разной кухней, в каждый можно сходить по разу при условии доступных мест. Также есть фитнес-центр, сквош-корт, гольф-уголок, игровая комната и гранд-холл, где каждый вечер новая программа. В общем, реально атмосфера как на круизе, с которого выходить не обязательно. Да, 5-й день мы провели до последнего у моря, под шум волн, прогулялись еще раз по местности, по пути прикупив сувениров, бирюзовый камень флюорит, что символизирует гармонию, пахучие специи для готовки и милейшую подвеску с вязаным подсолнухом. Также сходили в азийский ресторан в нашем отеле, все было очень красочное и красиво визуально, но, если честно, не такое вкусное, как в нашем любимом ресторане. Зато понравилась атмосфера. Ну и вечер закончили по традиции в Гранд-холле. В общем, отдых вышел насыщенным и, главное, спонтанным, без плана, по крайней мере для меня. Огромная благодарность мужу, который все это придумал и организовал. На Мальте, кстати, мне попалась фраза: «Если что-то идет не по плану, значит, это план Бога». И как же это важно не забывать. Мы так любим все планировать, делать идеально, а иногда жизнь сама знает, как лучше. Спасибо вам, что были рядом, делитесь впечатлениями в комментариях и увидимся совсем скоро. Пока!